Я еду в Мадрид. Здесь дамы будут сдаваться в полицию. Их пока что не видно, но они позируют. Никто не позирует. Позируй. Никто не просил, но мы позируем. Это что за арабские танцы? Ля-ля-ля-ля. Какая-то запрещенка. Значит, мы сейчас ждем автобус за очень дорогой проезд без проездного. Вот такой вот. Он у нас, так как сегодня будний день, каждые 15 минут ходят до такого-то времени. Вот мы его ждем. Мы должны доехать до метро. В метро я куплю проездной и мы поедем в Мадрид. У меня цель, мне нужно купить джинсы, футболку и сумку какую-то побольше, чтобы я мог iPad носить. И что-то еще. И в библиотеке мне нужно сделать проездной, чтобы, проходку, чтобы я мог ходить в библиотеку и работать там. Вот так выглядят проездные, у которых есть какое-то количество поездок. Здесь по 12. Вот так вот выглядит. Чисто подорожник. Так, я купил вот такой абонемент. Но это на... Да. Но это на одну поездку. Во вторую сторону. Там только поднимаются, Да. а здесь только спускаются. Нет, подожди. Просто у них экскаваторы только на подъем. Нет. Можешь, пожалуйста, смотрите, нужно в сторону госпиталь София. Сюда. Так хорошо, что вы во всем этом шарите, пиздец. Вообще не... Мы просто чуть-чуть покатались по метро Стамбула и понимаем, что нужно смотреть. Метро. Нам надо еще не проебать нашу пересадку. Видно, кто и как стоит. Дамы едет в метро. Почему я не под землей? Как так? А как же самое глубокое метро? Вот зато какие виды. Сейчас. Короче, мы не доехали туда, куда надо. И мы, походу, идем в какой-то гейский район сейчас. И там будем что-то делать. Примерно так. Можно сказать, наверное, что это похоже на Питер, но с деревьями. Улицы маленькие. То есть тут двухполосное движение и маленькие улицы с фонарями и деревьями. Но деревья — это имба. Ты ходишь так в тени и все. Да? Получается влог из Мадрида. У меня для вас лежит, наверное, влога 3 уже, и ни один из них не смонтирован. Но вот у меня по планам библиотека, и после библиотеки, значит, завтра, наверное, я начну монтировать. После испанского языка. Блин, очень круто. Это какие-то обычные деревья или нет? Мне кажется, это что-то похоже на апельсин. Может, это и есть апельсин? Нет, мне кажется, это У меня был другой какой-то запах в голове. Ой. Смотри, как сделали балконы. В Барселоне теперь хозяева собак должны смывать водой все, когда пописала собака в туалет. В Мадриде вроде такого еще нет, но это все разрастается достаточно быстро. Пока странно. В целом я понял, что мне не хватает зарядки, сколько у меня есть, чтобы что-то сделать. И в целом, даже не зная испанский, что-то тут делать можно. Но полноценно, наверное, общаться с людьми, работать не очень получится. Блин, я вижу только секс-шопы типа такого.
Не знаю, если эта улица действительно такая, как все ее описали, значит там 100% что-то будет. Но вот такие улочки мне больше нравятся. Вы решили пойти на более-менее... Ой, сзади машина. Она как бы пешая, но машина может проехать, наверное. Мне не нравится, что из-за того, что слишком ярко, небо не синее, а белое. Что? Самара здесь. Ну, вообще это Камара. Камара. Если после Си идет Ай и Е. Где? Ой, какая пицца. А ладно, не выглядит вкусно. Лампочки. О, квартиры. 1500 евро в месяц аренда. Так, а мы вообще туда идем, куда надо? Я так и не нашла прям магазин. А мы в магазин идем, я думал, просто на улицу. Мы думали, ты нашла, поэтому шли за тобой. Ребят. Красота, красиво. Ну, не знаю. Под рубашечку одеть, чтобы себя хорошо чувствовать. На завтраке ходить. Да. Как он костюм? На завтраке. Ребят, блин, мне очень нравится, что везде вот так вот украшены цветами. У всех просто, у каждого. Это добавляет вайба. Корова. Блин, ребят, вы пропускаете кучу всяких коров. Ё-моё. Секси корова. О, у коровы даже чулочка есть. Да? Да. А у меня нету, как так. А это парадная. Ну не знаю, надо с карт посмотреть. Ну да, сквозные выглядят. Интересно, что здесь происходит ночью? Блин, Вот все это. такое пыльное. Мне кажется, вот вообще просто без цензуры пиздец. А такое разве можно? Он охуел просто. Ого. Я не знал, что такое Вот бывает. здесь хотя бы зацензурено, там нет. А если дети будут проходить? Наверное, не знаю. Я бы зашел куда-нибудь выпить кофе, maybe. Что думаете? А? Кофе Я пить? пока не хочу, но если хочешь, давай найдем. А мы еще... А куда мы? У нас... Я хочу, чтобы у нас была цель куда-то идти. Может быть, в центр района. Через минут 20 нам нужно будет направляться в сторону полиции. Ну, тогда я бы предлагал 10 минут куда-то идти, где-нибудь сесть, выпить кофе и пойти обратно. Ну вот, хочешь, можешь туда. Мне кажется, там кофе тоже продается. Но. Мне нужно что-то на кофейню похоже. Вот рядом. Блин, заметили, тут на улицах везде какие-то значки, что-то есть. Вот сверху, на углах домов. А ты имеешь в виду, там, вот, допустим, Лёва нарисован какой-то? Да, ну вот здесь, где-то мужики какие-то странные. И еще что-то. 50% скидка, ребят. Ребаха. Нет, мне нужен какой-то магазин, где я не оставлю все свои деньги. Смотрите, какой кот. Видите? Котик. Где он? Блин, вы так реагируете на котов. Цикла, видимо, что мы оставили котов в собаку. Ребят, посмотрите, какое красивое здание. Ой, тебя сзади. Итак, мы зарядились, допили кофе. Сейчас мы идем в метро, чтобы купить мне проездной, так как я молодой. Буду показывать вам Мадрид.
Так как я молодой, у меня проездной стоит всего 10 евро по всей Мадридской области, как мне это сказали недавно. Вот. Этот проездной действует до 20, то есть до момента, когда мне исполнится 26. Плюс есть еще абонемент за 30 евро. Он на все скоростные поезда, автобусы и так далее. То есть на весь межгородской транспорт между областями 30 евро, если ты до 35. Вот. Его хотят расширить как бы на проездной по области. Вот. Но в целом и так круто. Я, конечно, кайфую, так чисто все, пипец. И ухоженно, я не знаю. Как сказать? Ну, сами, короче, смотрите. И принимайте решение, как вам. Нравится, нет? Ну. Это помимо того, что здесь работает спутниковая связь, 5G. Короче, куча функций, которые, оказывается, в России не работают. А они здесь есть. Так, кстати, выглядит метро. Сейчас покажу. Вот так выглядит вход в метро. Мы можем пойти либо по тени, либо по солнцу. Мы пошли по тени. Ой, это та высотка, кажется, справа. Не, мне кажется, это другая, та была светлее. Да? Да. И выше. И мы шли не в ее сторону, а вот в нее. Я теперь понимаю, почему все испанцы такие подкачанные, секси-шмекси, если здесь приятно гулять по улицам. Я где-то видел ТикТок. Не прыгай, Кэт. Я видел ТикТок, где такие, блин, как можно сидеть дома, из России снимают и выходят там из пятиэтажки во двор. Ага. И такие... Я видела в Питере парочку. Трэш. Это у нас новостройки получается прямо. А вот вторая такая же. They're my classmates. Это только для двоих. Интересно, здесь поливают улицы? Ну да, периодически. Особенно летом, если жарко. Давайте удивим полицию, скажем, что мы с Антона пешком. А это далеко? 4 часа вроде. 4 часа всего лишь. 4 часа всего лишь. Но с такими видами, блядь, вы мимо гор бы пошли. Но он же проезжает, значит, надо либо рукой помахать. Ой, это что такое? Храм какой-то. По идее, если ты снимаешь влог, ты должен снимать себя. Но мне хочется вам все показывать. А то, кроме неба, ничего видно не будет. И я не могу так долго разговаривать. Нет, я могу, конечно, разговаривать на какие-то темы бесконечные. Но я не знаю, о чем разговаривать. Сейчас мы дойдем до метро. Я там спущусь в офис, куплю себе проездной. И мы пойдем до полиции. После полиции, я не знаю, я либо продолжу этот влог, либо начну уже следующий. А то они, мне кажется, очень обширные по объему выйдут. Мне надо зарегаться в библиотеке. Это тоже одна национальная карта, работает во всей библиотеке Испании. И что-то... я хочу зайти купить себе джинсы, футболку и сумку.
Но я пока не знаю где. В каком-то магазине, наверное, сетевом. Вот такие планы. Вообще скажите, вам интересно, типа, пока, ну, напишите в комментариях, вам интересно, вот чтобы я не говорил, вам просто показывал Мадрид, или это слишком много города? Кстати, заметили, что здесь пешеходные пешеходы не зебры. Идемте. Вау, смотрите, какое здание. Красиво, да? Я хочу фотку. Его. Блин, это вот это стекло так выглядит, как будто это зеркало или пространство. Starbucks, кофе. И это типа зима. Прикол, да? Очень красиво. Блин, как хорошо, что я не зажал денег на CD-карту. Кажется, я купил 200 с чем-то, потому что не было 512. Я очень люблю смотреть на верхушки зданий. Это посольство США. Ну вот флаг США. Вдруг мексиканцы перележат. Ну и сейчас же террористическая угроза 4-я, может поэтому. Режимные объекты более сильно не охраняют. Да? Так, нам прямо? Окей. А здесь же нет дорог. А, нет, есть. Полиция национальная. Ну и эти тоже не очень. Мне больше нравятся те, которые в аэропорту были. Ну сюда? Мне так сложно сказать. Ну как будто да. Блин. И сейчас смотрите, они как бы делают парковки под городом. То есть вот эта парковка, чтобы меньше машин стояло на улице. Правда, я не знаю, она платная или нет. Надо уточнить у кого-нибудь. Как красиво. Прямо. И вы заметили, ни одной рекламы службы по контракту. Как странно. Действительно. Ну, типа, ни одной рекламы службы по контракту, ни какого-нибудь Валбериса, ничего. Вот что-то здесь написано. Я когда буду монтировать, переведу. Что это написано? Это какой-то праздник, наверное, или какие-то мероприятия, которые проходят сейчас. Вот только такая реклама, а больше рекламы нет. А мы даже не в центре, да? А вот такие здесь дорожки для самокатчиков. Кстати, я заметил, что здесь их нет. Их здесь запретили, кажется. Или они не развиты. Но здесь катаются на велосипедах. Вот. Это небольшая карта.
Небольшая карта. Посмотрите, как они делают деревья, да? Они вровень с асфальтом, чтобы не было тени, и везде либо вот эти решетки, либо камни, либо трава, чтобы пыль не разводили. Очень круто. Такая, знаете, базовая вроде история, и все равно. И весь город вот в такой плитке. Наверное, Собянин переложил. Перевез с Питера. Какой-то музей. Москвы. Да. Это какой-то музей, какой мы не знаем. Автобус какой-то тоже туристический, наверное. Мы уже входим в турзону, как будто бы. Сейчас по времени где-то часа 2, и у всех сиеста, они бухают пиво. Пиво, вино, ну как бухать, выпивают. У них такой отдых, а потом они идут на работу. Подумал, возможно, разрешено типа бухать на улице просто с бутылкой, но оказалось нет, и надо типа пить либо в заведениях, вот, либо не пить. Это надо меньше материться, но ощущение у меня не хватает словарного запаса, чтобы описать свои эмоции. Вот так выглядят парадные, кстати, здесь. Это просто парадная жилого дома. И вон там тоже. Такси в Петербурге у меня бы стоило за такое же расстояние, как и здесь. Я вот проезжал 2 евро. 20 евро. А здесь у меня стоило 30 евро. Но при этом бензин здесь дороже, наверное, в 2 раза, чем в России. Ну, это, наверное, пока что. Но в любом случае, как бы он получается дороже в 2 раза. И получается такси даже дешевле, если с учетом расходов. Вы что, тоже гонщики? Вы просто длинноногие, а мы длиннотуловищные. А ты? А я широкоугольная. Да почему ты так о себе говоришь? Широкоугольного такого не существует, кажется. Да, правда. О, вот, отметка, где метро. 1,5 часа до полиции, а мы все равно идем примерно в ту же сторону, что и полиция. Пацаны уже там. Что они там делают? Какие интересные деревья. Что это интересно? И хвой я столько не видел даже в России. Знаешь прикол про плачущие березы? Это плачущая ель. Я только что придумала. Шутка юмора. Где? Ну, такое. Ну, обычный Порш. Мне не очень нравится. Она прям некрасивая. Он парень хочет ее, наверное, ограбить. А это новостройка. Или это панелька? Типа с мест. Это, кажется, панелька местная. Вот. Ну, такой дворик небольшой, маленький. Так, нам на сюда. Ага. Нам туда? Да? Фу, Вы устали? фу, осуждаю. Вы что? Я прикалываюсь. Коротко, маленькая. Блин, смотрите, там наверху какая терраса у людей. Смотрите, какая машинка, блядь. Их здесь очень много, вот этих смартов. Если вы такую машину купите, я с вами не покатаюсь. На коленочках только. Нельзя. Ну, вообще, у меня знакомый... У нас всего 2 места. У меня знакомый как раз таки купил смарт чисто для того, чтобы не возить с собой клиентов. Так как клиентов обычно 2 в машине, там жена, муж или еще кто-то. Он такой, у меня смарт, я не хочу их возить. Чтобы они никуда сесть не могли. Да. И посмотрите, я доеду на машине, а вам нужно на автобусе пешком полчаса и еще одну остановку на метро. Не, ну это чтобы они машину брали. Вот, нам вот сюда, метро. А вот метро. Вход. Какой-то подвал местный. Так, открыть у меня не удалось индивидуальный абонемент, потому что, значит, я пришел на вокзал,
И там слишком большая нагрузка, и нужно ловить запись. Короче, походу, я этим буду заниматься завтра, уже вот у себя в городе. После занятий испанским, тогда я пойду в библиотеку и вот в сторону метро, если это вообще в одной стороне, чтобы всем этим заняться. Либо, может быть, и сейчас схожу в библиотеку, это сделаю, а завтра пойду, открою абонемент, и после чего пойду в метро. Ну, посмотрим. Пока что я не знаю, как делать. Вот, я иду к ребятам в Меркадону. Они хотели купить что-то попить из холодильника, но там ничего не было. Вот. После чего мы пойдем в сторону полиции. Вот. Как-то я даже устал немного ходить по этому городу. Вот. Надо посмотреть, сколько у меня есть денег, найти обменник, поменять деньги. Короче, дел на самом деле очень много. Но они какие-то все такие необязательные, что ли, или фоновые, не знаю. Как-то странное ощущение. Здесь везде висят флаги, то есть все чем-то заняты, чему-то придерживаются. На всех балконах лежат эти. Сейчас пройду. Стоят столики, где пьют кофе, курят, может быть, еще что-то. Так, я пришел в Меркадону. Сейчас мы найдем ребят и пойдем, наверное, обратно. Может быть, я себе тоже куплю там попить или что-то такое. Может, что-то пить сильно хочется. Так все выглядит здесь. Блин, мне так нравятся вот эти террасы. Вот эти вот окна. Хоть они выглядят как-то стрёмно, но в этом есть свой вайб. Маркизы. А вот, чтобы люди, когда проходили под лесами, не обтирались об металл. Круто. Мы шли с улиц погромче на улице потише. Нам осталось идти минут 10, наверное, да? 14. Еще километр. Ой, там светит миндаль. Может, ну, ничего видно не будет, но я попробую показать вам. Там такие белые, типа вишни. Меня раздражают эти нарушители. Всех отштрафовать на 1000 евро. Мне не нравится, что идут на красный, мне тоже хочется идти. А я так сделал шаг, и тут передо мной бабку сбила. Я такой: бабка, чё ты вот это вот тратишь мои налоги с полиса на лечение? То, что тебя сбила машина, потому что ты пошла на красный. Странно, куда ты спешишь? Хотя, наверное, у нее есть смысл спешить. Ей осталось немного жить. Но и рисковать я тоже не вижу смысла. Что? Итак, мы проходим рядом вот этого вот миндаля. Но, возможно, кстати, это и вишня. Можете же увидеть такое? Но это не похоже на вишню, скорее на миндаль. Ой, смотрите, какой красивый в плитке дом. Ну, кафешка. Это что? Верму. Это алкоголь здесь. Вермут. Итак, показываю вам, значит, вот это, по идее, цветет миндаль. Но, возможно, это и вишня. Но, скорее всего, миндаль. Просто все улицы как будто рынок. У всех цветы стоят, что-то все продают. Кафешки. Знаете, я сюда приехал, и по ощущениям здесь все говорят на неродном на мне языке. Я практически ничего не понимаю. И по ощущениям я как будто пришел в офис. Я работал в офисе большом агентском, и там все звонили в холодную. Это постоянный гул, просто общение, и у меня 3 дня болела голова. Вот я примерно так же себя ощущаю, потому что эти звуки для меня являются не совсем фоновыми. Они вроде фоновые, но при этом я не понимаю, что им, не хочется понять. Я начинаю вслушиваться интуитивно.
И от этого начинает немного болеть голова. Но вот вроде уже более-менее мне становится нормально. Не помню, сказал я или нет. Проездной мне сделать не удалось, потому что нужна сито. Здесь, походу, везде нужно сито, и прежде чем куда-то ехать, надо гуглить об этом. А это непривычно. Если что, поймаешь сито у библиотеки, и там тоже метро, можно сделать проездные. И вот обратите внимание, вот эти все ларечки здесь продают билеты, розыгрыши. И здесь постоянно в них очереди. Люди покупают эти билетики. Из-за этого я даже думаю, может быть, мне тоже стоит купить билет лотерейный. Ну а что нет? Выиграю 1 000 000 евро. И все. И все. И все? Снимаю программы, покупаю себе квартиру в Мадриде, инвестирую и живу на дивиденды. Вот мой бизнес-план. Даешь окупаться. Нет, я сам буду там жить. Ну можно? Ну, окупа. Я сдам вам, а вы станете окупасами. И что? Внутри здания Но можно. закон уже отменили. Ну ты попробуй сначала их выучить, чтобы потом их отменили. Нет, но уже же мораторий сняли на невыселение окупасов. Почему так жарко мне было? 28 градусов. Да нет, нихуя, 20. А где максимум давали? Ребята ушли в полицию, а я сейчас иду в библиотеку оформить себе пропуск. Сейчас покажу, как выглядит. Вот так вот. Красиво. Сделал себе читательский билет. Он выглядит вот так вот. Действует он по всему Мадриду. То есть, если я поеду в другую провинцию, мне там надо будет делать новый. Но это вот все библиотеки. По идее, насколько я понимаю, скорее всего, я останусь в одной провинции. Возможно, просто там в городе, который там подальше, там в Аточе или еще где-то. Вот сейчас я иду в Кубку Золота. Там можно поменять валюту. Я вообще не понимаю, какими картами пользоваться, но, кажется, айфоновские сервисы здесь работают максимально хорошо. Блять, посмотрите, как люди живут. Вот так вот можно. Раз, и все. Тебя здесь вот так. Представляете? Я заметил, что вот эти граффити не убирают, то есть они всегда остаются. Вот, но в целом лучше пусть там сделают плитку или еще что-то, чем буду стирать чем стирать граффити, которые нарисуют через там неделю новые. Как бы я не вижу смысла их убирать, если можно их не убирать. Так, наверху террасы. Я еще ловлю немного баги, потому что здесь разговаривают на испанском, а я не знаю ни испанский, ни английский, и у меня все эти языки мешаются, и я как-то ни туда, ни сюда, и у меня хочется говорить там не «бен», что значит, да, хорошо, а «окей». А «окей» здесь типа мало используют. Я говорю как бы «аки», а «аки» это значит «здесь», или «почему», не помню. Вот. Кажется, это «здесь» переводится. Это, конечно, немного сбивает с толку. Так, сейчас мы перейдем дорогу. О, блин, сюда. Это как бы новостройка по вайбу. У меня парадная. Вот это парадная, я понимаю. Да? Я шел полчаса в Зару, где нет мужской одежды от слова совсем. Это 5 этажей, 4 этажа женской одежды, 3 этажа женской одежды, 1 этажей детской одежды и 1 этаж интерьерный. Зашел в пару еще магазинов по пути, но мне не понравились цены за джинсы 100 евро, 150. Вот. Будем искать в следующий раз. Я что-то очень устал. Сейчас я иду в метро.
и поеду обратно домой на ужин. И, наверное, я вырублюсь. Надо не забыть поставить будильник, потому что завтра мне на занятия с ребятами по испанскому. Хорошо, мне бы еще испанским заниматься. Ну ладно, как сложится. Покажу вам вечерними. Короче, как-то так. Я устал. Иду в метро. Завтра у меня по планам монтаж и покупка проездного и занятия испанским языком. Поэтому на этом все. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Напишите, что вы вообще хотите больше видеть. Потому что, не знаю, имеет ли смысл просто улицы снимать или нужно добавлять комментариев. Потому что у меня не хватает навыка говорить о чем-то без какой-то тематики и бесцельно.